Всем доброй ночи. Вот уже второй день пытаюсь провести прямой эфир о джиннах. Вечно что-то мешает. Надеюсь, что сегодня проведу благополучно. Я очень много рассказывала о джиннах, но все время новые зрители просят по новой обновить, чтобы во время прямого эфира задавать свои вопросы. Мы с вами сегодня обновим и дополним эфир о джиннах. Кто такие джинны? До исламский период джинны считались, джиннаи вообще, если так правильно, они считались божествами судьбы, духи, дарующие плодородие, духи, защищающие. Между народами Востока и джиннами была некая дружба, взаимопонимание, взаимопомощь. Люди приносили в жертву джиннам продукты питания, животных, получали от них помощь, защиту. Считалось, что джинны были созданы Ахура Маздой, верховным божеством, намного раньше, чем люди. А люди их как младшие братья, то есть раса младших братьев – это люди, люди, у которых есть физиология, телесное, значит, проявление. А джинны, они созданы из огня. Они тоже раса, но они немножко другого типа. Они духовная раса, как бы людей, скажем так. Полулюдей, полудухов. Здравствуйте. Когда пришел ислам, а ислам, христианство и иудаизм, они образованы на одной почве. Называется монотеистические религии, то есть религии, в которых один Бог, одно верховное божество. Итак, племя Шумер, евреи, у которых изначально был свой бог Яхве. Яхве – бог пустыни, Яхве – бог свирепый. А поскольку они были кочевой народ, они все время кочевали по пустыням аравийским, ну еще тогда не аравийская называлась, а халдейская пустыня, то, естественно, они боялись бога свирепого Яхве, потому что понимали, что от пустыни очень многое зависит. Пустыня может оказаться жестокой по отношению к ним, да, пустыня может приносить страшные, скажем так, злодеяния путнику и тому, кто там живет. Пустыня может принести засуху, то есть абсолютно закончится вода, которая иногда бывает в пустыне, в оазисах. И, естественно, для кочевника, для кочевого народа пустыня – это практически жизнь, да. От пустыни очень многое зависит. И они поклонялись свирепому богу пустыни, которого называют Тор или Тот, восточные народы. Но евреи его называли Яхве. И поскольку они поклонялись Яхве очень часто, да, то есть много веков, то у них укоренилось в сознании, что Яхве есть верховное божество. То есть их предки поклонялись Яхве, и потомки и посчитали, что раз уж их предки поклоняются ему, значит, это есть верховное божество. На самом деле это свирепый и очень злой бог пустыни. И Яхве, естественно, их избрал как народ, переписал Библию на свой лад. Но я об этом уже рассказывала, можете открыть и посмотреть. Далее, что происходит? Происходит следующее. Один из праотцов евреев, то есть Авраам, который в переводе означает отец многих или отец множества, он бездетен. И он думает, что, наверное, свои стада и свое имущество оставить своему брату Лофту, у которого было две дочери. Но в какой-то момент они разминулись. Лот решил поселиться в хананейском городе Содом.
И потом Содом и Гоморра были наказаны свыше, как говорит библейская притча, и Лот вместе с дочерьми ушел. Лот вместе с дочерьми ушел, и было приказано, чтобы они не оборачивались и не смотрели назад. Но жена Лота обернулась и посмотрела, и превратилась в соляной столб, согласно библейской притче, сказанию. До сих пор некий соляной столб стоит посреди пустыни Синай. Значит, Авраам бездетен. Почему? Здравствуйте. Почему Авраам был избран как бы как патриарх еврейского народа? Потому что добрый вечер, точнее доброй ночи. Почему Авраам был избран как праотец еврейского народа? Потому что считается, что все забыли Бога, и вот единственное, что Авраам помнил его и хранил верность. И тогда и Бог ему сказал, что благословит его как отца многих народов, что даст ему сына и так далее. Проходят годы, у него детей нет, так и не рождаются. Они с Сарой уже в преклонном возрасте, под 60 лет. И Сара понимает, что, видимо, Бог либо обманул, либо такое не случится. Значит, и подзывает свою служанку, египтянку Агару, и подкладывает под своего мужа Авраама. Рождается Исмаил. Через некоторое время все-таки Сара забеременела и родила ребенка. Хочу вам сказать, что, дорогие друзья, как бы чудесным это ни описывалось, как бы чудотворным не считалось открытие чрева Сары, скажем так, под 60 лет, на самом деле никаких особых чудес тут нету, потому что люди того времени были очень здоровые. Привет, Ян. Они были здоровые и намного здоровее, чем мы. И поэтому она могла, в принципе, могла родить за 50 лет. В те века рожали женщины в таком возрасте. У них была способность к деторождению даже в этом возрасте. Ну, как бы там ни было, Библия это приписывает к чудотворным, значит, Божьим промыслам. Рождается Исаак. Исаак означает смех. Она сказала, что все надо мной посмеются, потому что я на старости лет родила сына. Исаак подражает старшему сыну Исмаилу. Саре это не нравится. Сара понимает, что своему ребенку она нужна больше, чем тому, хотя его она назвала своим сыном и растила как своего ребенка. И она требует от Авраама выгнать Агару и Исаака. Значит, Авраам долго думает, переживает, но Господь Бог сказал: выгони, правильно говорит Сара. Наследство твое должно достаться только Исааку. И Авраам, такой добрый, святой, почитаемый церковью святой человек, значит, выгоняет своего ребенка и женщину, которая родила ему этого ребенка, просто на улицу, в пустыню. Он их выгнал в пустыню, и они по пустыне шли много дней, не было воды. В общем, Исмаил начал умирать. Агара, чтобы не увидеть смерть своего ребенка, отвернулась и ушла. Значит, хочу вам сказать, что в Библии есть два места, где сказано о пророке Мухаммеде. Да, и там сказано о пророке Мухаммеде, серьезно, о нем сказано там. Хотя наши, скажем так, священники обходят это стороной. Вот как понимается религия. Сначала пророк пришел к евреям, евреи не приняли его. Значит, потом пришел Иисус, который напомнил еще раз, значит, давайте вы не будете сейчас говорить о Библии. О Библии я сняла очень много роликов, и можете там посмотреть. Я в советах не нуждаюсь, спасибо. Значит, следующий приходит Иисус, который говорит о том, что есть Бог, мол, покайтесь, люди. Люди не поняли, его распяли. И третьим приходит пророк Мухаммед. Считает, что Мухаммед – это последний источник, значит, и дальше него никто не будет приходить, да? Хорошо, посмотрю. Спасибо, Дмитрий. Значит,
Значит, Яна, потом выпусти этих людей. А то они неплохие, просто они не знают правил канала. Значит, далее. Э, В двух местах в Библии сказано о пророке Мухаммеде. Первое. В книге Езекия, значит, сказано следующее. «Я возведу великого пророка из малого народа». Сказано в Библии в книге Езекия. Хотя, хорошо, хорошо, скажи им правила и удаляй. Хотя, в принципе, 12 ночи, мне звонок, нормально? Ой. Значит, малая народность, да, из которой выводит пророка, как он сказал, выведу пророка из малой народности. У Мухаммеда, вот откуда он родом, самое маленькое и самое бедное племя среди бедуинов. Дальше. И второй раз говорит, опять Библия говорит о Мухаммеде в одном слове. Значит, когда Исмаил начал умирать, голос говорит Агаре. Да-да. Голос говорит Агаре, подойди к своему сыну. Подойди, потому что он выживет, он будет жить. Я возведу племя от него, и народ этот будет многочисленный, как песок в море. Из этого народа выйдет великий пророк для всех народов. Сказано, значит, в этом, в книге «Бытия», там, где должен был... Ну, не надо вот так себя вести, действительно, некрасиво, правда. Просто правила группы, они для всех одинаковые. Кто бы на каком языке ни писал. Дело не в том, что мы кого-то ненавидим или нет. Просто иногда заходят, пишут на тюркском языке, заходят, пишут на английском, понимаете? И для этого мы сделали общие правила для всех. Сказали, пишите просто на русском языке. Или пишите на своем, внизу на русском перевод. Вот и все. Потому что люди не понимают, они посчитают, что там что-то не то написано. Только из-за этого. Абсолютно здесь дело не в том, что мы кого-то притесняем или кого-то не любим. Поймите, пожалуйста. И специально вот как бы провоцировать, что вот давайте блокируйте, это некрасиво и неправильно. Согласны? Пожалуйста. Дальше. Значит так. От Исаака происходят евреи, от Исмаила происходят арабы. И тот дети одного отца. Авраама, ну, в исламе он Ибрахим. Пойдемте далее. Никакой вопрос задавать здесь не нужно. Вопросы о Библии уже есть, я уже выкладывала. Как происходит все? Значит, Ветхий Завет, Тора и, сейчас скажу, Талмуд. Тора – это рассказ, именно библейский рассказ, Ветхий Завет об истории еврейского народа. Талмуд – это законы. Законы, по которым... Нет, наоборот, Тора – это законы, Талмуд – это история. История традиций еврейского народа. Этим руководствуются евреи. Дальше. Приходит Иисус. Иисуса евреи не принимают, они до сих пор считают, что Сын Божий еще не пришел, он должен прийти. Иисуса они не принимают как человека от Бога, как Сына Бога. Его распяли, как обычного преступника, распинали тогда в Римской империи. Значит, дальше, когда пришел Иисус, евреи думали, что он сейчас будет, здравствуйте, будет освобождать еврейский народ от римского гнета. А что сказал Иисус? Иисус говорит, царствие мое не от мира сего. И евреи разочаровались. Они подумали, что зачем ты нам нужен, если ты не учишь нас, значит, не учишь нас
Да не нужно мне сейчас, пожалуйста, переводы о том, что означает Тора, что означает Талмуд. Это есть священные книги евреев, по которым они руководствуются. Какая теперь разница, как они там называются на самом деле и как переводятся? Я просто вам говорю общие, какими законами руководствуется еврейский народ. Тора и Талмуд. Дальше. Поскольку Варава, которого описывает Библия как жуткого разбойника, убийцу, насильника и так далее, всего лишь был повстанцем, то есть он был, так скажем, ну, как бы сейчас сказали, экстремистом. То есть власть любого, кто против него, объявляет экстремистом и вне закона. Вот Варава был экстремист того времени, потому что он вышел против сепаратист, да, хоть как. Он вышел против Римской империи для того, чтобы освободить Израиль от владычества Рима. И когда сделали акцент, кого из них, значит, выдать народу, Вараву или Христа, Тор здесь совершенно ни при чем. Значит, кого выдать, Вараву или Христа, то евреи сказали, выдайте нам Вараву, потому что Варава все-таки решил освободить Израиль, а от Христа толку никакого им не было. Вот по этой причине Вараву выдали, Христа распяли. Все. Значит, образовалась еще одна религия, которая следует Христу. Христиане. Они принимают Ветхий Завет, но их Бог не ветхозаветный Яхве, их Бог есть практически Христос, или сын Бога. В некоторых, значит, разделились. У католиков он сын Бога, у славян он практически, что в один ряд с Богом стоит, да, Троебожье пришло, Сын, Отец и Святой Дух. У халкидонская церковь, то есть это армянская церковь, первая, которая Григорианская церковь, она воспринимает Христа как Сына Бога, но Святой Дух он считает всего лишь силой Бога, то есть он не считает, что там 3 Бога и так далее. Значит, далее. Вот вторая религия на основе иудаизма образовалась, это христианство. Но если сейчас будем сидеть и читать все наоборот, что там читается, это у нас 10 эфиров не хватит. Дальше. Значит, вторая религия. И проходит время, поскольку Мухаммед был сам по себе купец, он очень много путешествовал, он был грамотный человек того времени, для того времени, хотя он читать не умел, но он очень много путешествовал, очень много рассказывали ему, очень много говорили. И вот однажды он попадает в Иерусалим, где ему рассказывают о том, что был такой пророк, который пришел, что были такие мучения, что были христиане и так далее, и так далее. И ему ночью приходит это откровение. Приходит некая сила и говорит ему, что ты точно так же сын Авраама, который помнил меня, и теперь ты будешь напоминать людям о том, что я существую, о том, чтобы мои законы исполнялись. Говорят, что это сказал ему Аллах. Аллах в переводе с арабского «иллахи» или «лахи». Если помните, Иисус, умирая, сказал: «Лахи, за что ты меня оставил?» Означает «верховный». Поскольку еврейские и арабские корни одинаковые, дорогие друзья, неудивительно, что арамейский язык, еврейский язык, арабский язык чем-то схожи. Арамейский язык, кстати, к армянскому языку никакого отношения не имеет. Многие думают, что арамейский – это армянский язык. Нет. И это не от слова «арам». Это совершенно другой язык. Это один из разновидностей халдейского языка, который практически пропал. Итак, кто такие египтяне? Если помните, мать Исмаила Агара была египтянка, а Авраам был еврей. Значит, создалась новая нация – арабы. Сегодняшние египтяне – это смесь арабов и евреев. Дорогие друзья, на самом деле арабский мир, он не совсем арабский мир, потому что да, такой будет. Сейчас перейдем к джиннам. Арабский мир не совсем арабский, потому что, например, Сирия – это алиутская страна, да, она больше светская, чем исламская страна. И там в основном финикийцы. Сирия – это
Но это уже никого не интересует, кто кого любит. Мы сейчас историю рассказываем. Сирия это в основном, значит, ассирийцы, финикийцы там жили, халкидонцы и так далее. Египет, понятное дело, что египетский народ, да, но лахи означает верховный, высший. Египет, значит, сбили арабский язык, но не чистокровные там арабы, там тоже смесь с местным населением, да. Наверное, чистокровные арабы в основном в Саудовской Аравии. Почему называется Саудовская Аравия? Потому что 400 лет назад Аль-Сауд завоевал, один из князей арабских, завоевал всех бедуинов, собрал под свои знамена, соединил, объединил и стал верховным, значит, эмиром, главным, да, шейхом, а потом и королем. И поэтому вот эта вот Аравия, которая соединена из нескольких эмиратов, эмиры, которые подчиняются одному верховному эмиру, королю, который династия Аль-Саудов. То есть сейчас правит династия в Саудовской Аравии Аль-Сауды. И поэтому их называют Саудовская Аравия, чтобы вы знали. Ну, естественно, Сауды это династия правителей Сауды. А Аравия, поскольку все они вместе, значит, собраны, вот эти эмирства, княжества, эмиры – это князья. Поэтому и называются Арабские Эмираты, то есть эмиры, мелкие князья, которые собраны под одно и себя по своей воле назвали, значит, саудистами, то есть теми, кто подчиняется династии Аль-Сауд. Вот Аравия называется Саудовская Аравия. Значит, все-таки бытие-то, когда обещал некий голос, что Агара, иди, забери своего сына, и он станет прародителем огромного множества народов, наверное, все-таки не зря было сказано, да? Не так ли? Пойдемте далее. Значит, каждый человек, который исповедует иудаизм, ислам или христианство, почему-то считает, что вот Бог, который в иудаизме, в исламе, в христианстве один и тот же. И мы все говорим, Бог один, мы все просто верим в того же Бога немножко по-разному, не надо вот из-за этого воевать и так далее. Очень хорошая доктрина, очень мирная, соединяющая, но, к сожалению, неправдивая. Почему? Потому что каждый народ принял эту религию, пропуская через призму своего сознания, через свои обычаи, через свои, значит, свое мироощущение. Давайте начнем. Евреи, которые кочевали по пустыне и очень боялись Бога Яхве, который был Тор, или тот, по-разному его называют, свирепый бог пустыни. И их дети, евреев, когда услышали некое откровение, они подумали, что он и есть верховный бог Яхве. Поэтому посчитали, что вот это как раз про бога Яхве и сказано, он и есть верховный правитель и так далее. А он всего лишь один из богов. Я бы сказала, божок не самый сильный, не самый добрый. Христиане, когда приняли, значит, Бога, первыми в мире в 301 году принимают христианство армяне. Через 30 лет, точнее, через 28 лет Римская империя принимает христианство как официальную религию. Так, все, мне же надоело вот эту чушь читать, реально, как школьник какой-то, детский сад. Принимают армяне. Никакой имамы никто не родится. Все, что надо, уже родились, уже померли, уже живут. Пойдемте дальше. Значит, армяне принимают Бога, и для них вот доктрина христианства, она очень непонятна и нежелательна. Армяне точно так же сопротивлялись, как сопротивлялся тот самый князь Святослав, который говорил, я не могу предать, значит, веру своих предков. Многие армяне убежали в Халкидон, и
больше оттуда не вернулись. Халкидонские армяне приняли потом христианство по-своему. Дальше идем. Что случается? Слово «аствац», тот, который дал, тот, который все дал. Ас, этот, он есть, азм есть. Твац, кто дал, тот, который все дал. И вот когда людям сказали, мол, это тот самый наш Аствац, о котором мы знали, но просто мы более глубоко узнаем о нем, что он есть, он верховный, он когда-то своего сына прислал туда и так далее. Вот тогда только армянский народ начал принимать огнем и мечом и кровью. Ни одна религия не была внедрена радостно и с весельем, поверьте мне. Любая религия проходила через кровь, через убийство, через уничтожение целого наследия культуры. Принимает, значит, Бога. Когда греки принимали Бога, они сравнили облик своего верховного божества Зевса, громовержца, да, с обликом того бога христианства, который придет. Причем греки, хочу сказать, просто фанатичные верующие, очень фанатичные. Знаете, насколько фанатичные, что днем могут поклоны бить и в церкви, Господи, помилуй, а вечером к гадалкам пойти посмотреть, что там ждет, там, чего будет жениха, от кого-нибудь приворожить надо. Они очень верующий народ. Вот любого из греков спроси, ты верующий? Как же, самый верующий. Но днем верующие, вечером идем к гадалкам. Нормально это все. Это вполне сочетается. Если хотите знать, они совершенно не считают, что это грех. Они считают, что Богу свое время надо поклоняться, а вот идти за помощью к ведьмам свое время. Нормальное дело. Это все так, но у греков особенно это. Потому что греки фанатично верующий народ. Если при греках скажешь там слово через демона, через беса, они, наверное, в обморок упадут. Но в то же самое время все греческие девушки очень любят погадать, посмотреть, будет жених, не будет, какие-нибудь заговоры почитать, чтобы он быстрее пришел. Грекам не мешает абсолютно ничто называть своих детей именами богов. Афина, Афродита, да, Эллада это вообще Греция означает, это любимое имя, Адонис и так далее. Нормально, но они верующие, они знают, что есть Верховный Бог, и не дай Бог там его обижать нельзя. Значит, далее. Каждый народ принял религию через призму своего сознания, как я сказала. Так вот, когда Мухаммед был в Иерусалиме, и он услышал эти все рассказы, и когда ночью пришли к нему определенные силы, сначала они его душили, он испугался, он проснулся от того, что на него накинулись. Потом было сказано, что джинны не пускали светлых духов для того, чтобы те принесли Мухаммеду откровение. И вот он, пораженный тем, что услышал, приходит и начинает обращать в ислам огнем и мечом, обращает в ислам, потому что он был человек воинствующий, он был воин, и он обращает в ислам практически, скажем так, потому что к древней силе больше есть доверие, чем к религии. Вот поэтому идете узнать, что будет и как будет. Так вот, и вот, скажем так, религия построена из двух частей. Первая часть божественная, вторая часть черная. Как это объяснить? Если бы в религии не было черных или злых сил, религия бы развалилась как карточный домик. Почему? Потому что смысл религии весь в том, чтобы бороться с темными силами, с джиннами, с ифлинами, с чертами и так далее. На самом деле. Значит, я сейчас не обсуждаю язычество. Когда придет момент, я все это скажу. Человеческие жертвоприношения, нашей религии
принесли больше, чем все языческие религии мира. Потому что сколько было людей убито, зарезано, задушено, сколько было людей, сколько было войн из-за веры, сколько было религиозных походов, сколько было крестовых походов, сколько было священной войны Газават на неверных и так далее, дорогие друзья, сколько там было жертв. Наши религии сегодняшние человеческих жертв взяли миллиард раз больше, чем их взяли вот именно боги. Сегодняшние боги, созданные людьми, они эти жертвы взяли больше, чем все языческие поверья, языческие боги вместе взятые. Поэтому вот не будем лицемерить. Человеческое жертвоприношение – это не обязательно, чтобы человека вывели там и зарезали, как барана. Хотя так тоже делают. Понимаете? Человеческое жертвоприношение – это положить просто в землю тысячи, миллионы жизней ради религии, ради веры, ради войны во имя религии. Так что давайте-ка. Да, Роман, видать, у них похмелье, они еще не очухались. Они пока, им еще не до нас пока. Значит, дальше. Пришел пророк Мухаммед и сказал, что на самом деле мы слепы, мы не знали про Бога, и мы должны, значит, теперь правильно поклоняться Богу. И сразу же у арабов, на самом деле, у арабов не было ни малейшего сомнения, что этого Бога зовут Аллах, Илляхи, Верховный. Знаете почему? Потому что они этого Бога знали еще до исламский период. Он был у них. Это их Бог, которого они, то есть, плавно перевели в новую религию. Хочу вам сказать, что по восточным поверьям это был бог Луны, лунный бог, ночной бог, который давал силу в ночное время, активизировался в ночное время. Почему изначально, скажем так, помните, изначальный символ ислама полумесяц был запрещен. Первые века, начало истории ислама, полумесяц был запрещен. Его не изображали, нельзя было абсолютно нигде об этом изображать или говорить, потому что это напоминало о языческих прошлых, о языческих временах. Но когда пришло новое поколение уже как бы особо не зацикливалось на этом, забывало это. И со временем вот этот символ языческого арабского мира полумесяц перешел плавно в ислам. Многие, значит, скажем, богословы ислама до последнего сопротивлялись видению полумесяца как символа ислама. Считалось, что ислам нельзя в какие-то символы загонять. Значит, зная человеческую природу, когда строились храмы мусульманскому, исламскому богу, скажем так, да, мусульманин вообще в переводе означает правоверный всего лишь. Зная человеческую природу, что человек очень любит со временем поклоняться тому, что изображено в священных местах, было запрещено вообще изображать людей, животных, вообще все, что напоминает людей, животных, рыб и так далее. Почему? Потому что со временем люди начнут этому изображению поклоняться, как это случилось в христианстве. Сначала изобразили какого-то из учеников Христа, потом этот портрет назвали священным, потом начали поклоняться. Ислам разделился в средние века на два течения, точно так же, как на два течения разделилось христианство. Христианская церковь разделилась на западное и восточное. Восточное – это православные, западные – это католики. Значит, как произошло дело? Дело в том, что два патриарха восточного и западного не поделили деньги между собой, имущество, и они друг друга прокляли. И для того, чтобы больше не соединиться, напридумали разницу между Девой Марией и, знаешь, Святой Марией, еще что-нибудь. В общем, какие-то мелочи сунули туда в религию для того, чтобы показать, якобы мы правильно веруем, а эти неправильно. Значит, да, деньги, имущество. Значит,
одна часть, Восточная Церковь, назвала себя православными, то есть правильно славящими. Западная Церковь себя назвала католическим, поскольку католикос или, в общем, Верховный Отец назывался католикос. Потом его назвали римским папой, папа римский. Значит, поделили они между собой власть. И вот если кто знает историю Речи Посполитой, Речь Посполитая, чтобы вы знали, вообще в переводе с польского означает общее дело. То есть наше общее дело, жечь на польском, жечь посполит. Речь Посполитая – это общее дело, и, скажем так, да идите вы нахер уже, придурки. Никто Аллаха с Луной не связывал, идиоты. Вы слушайте, научитесь, дебильные существа. Речь Посполитая – это соединение Польши, Литвы, значит, Приднестровья, часть Украины и так далее, и так далее. Это все в одну кучу называлось Речь Посполитая. Речь Посполитая начала разваливать не Тарас Бульба, извиняюсь, Богдан Хмельницкий, а завершила Екатерина Великая. Так вот, нет, я не говорю, что это Польша. Это Польша, Литва, это часть Украины, это Приднестровье, это восточные славяне и так далее, и так далее. Значит, Речь Посполитая, самое интересное, что когда начался развал Речь Посполитой, первым делом, которые привели аргумент, что надо разобщать, что нужно убрать Украину, значит, то есть разделить это все. Первым была выдвинута версия религии. Так вот, это все славянские народности в основном, да? И самое смешное, что они воевали между собой, убивали друг друга ради религии. Половина была католики, половина были православные. Считалось, что они, значит, должны завоевать и внедрить правильную религию. Понимаете? Максим, ты меня не перебивай. Пойдемте дальше. Причем здесь Литва была переименована в Беларусь. Что за хрень вы несете? Литва и сейчас Литва. Пойдемте далее. Значит, ислам внедрился в восточный мир. До исламский период джинны считались богами, божествами. До исламский период джинны считались хранителями Востока. Спасибо, Офелия. Но пишите на русском, иначе удалят ваши СМС. Опередили меня. Значит, все, пошел вон. Я не собираюсь сейчас сидеть и обсуждать с вами, кто вы такие вообще. Значит, так. Джинны, которые всегда были хранителями восточных народностей, джинны были объявлены вне закона. Было сказано, что джинны должны принимать новую веру, новую религию, и теперь они должны наравне с людьми подчиняться одному Богу. Что джинны уже не божества, что джиннам поклоняться нельзя. Так вот, когда путники пророка Мухаммеда вели его по пустыне, он просит, чтобы остановились возле пещер. По традиции арабов там живет верховный джин. И нужно было перед тем, как войти в пустыню, подойти и оставить подношению верховному джину, хозяину пустыни. И тогда, значит, была уверенность, что они пройдут пустыню, и ничего с ними не случится. Пророк Мухаммед заходит туда и объявляет главному джину, что более он не хозяин
что более он не хозяин этой пустыни, что ему люди больше поклоняться не должны. Ночью к нему приходят джинны, которые просят его помочь им, значит, принять ислам, новую веру. Джинны между собой разделяются. Одна часть принимает ислам, вторая часть сопротивляется исламу. Теперь давайте о джиннах еще раз с вами вспомним. Дорогие друзья, джинны – это не бесы. Джинны – это не демоны. Джинны – это не нечисть. Джинны – это не черт, это не шайтан, не знаю что. Джинны – это духи, но это духовный народ. Считается, что люди, созданные из глины или из земли, а джинны созданы из огня. Некоторые говорят, что джинны и люди братья по крови, что они, то есть Лилит, первая жена Адама, родила джиннов, племя джиннов, а вторая жена Адама родила, значит, людей, которые... Подождите, вы хуже, чем бесы, задолбали уже, реально. Не хуже и не лучше, они другие. А вторая жена Адама родила людей. Поэтому джинны и люди – это братья по крови. Они рождены от одного человека, то есть от одного мужчины. Только огненная его жена, созданная из огня Лилит, родила племя джиннов, а женщина, которая создана была из земли, из глины, послушайте, Давиля или как там, если еще раз вот эту дебильную улыбку увижу, я вас выкину с чата. Это что за улыбки? Я знаю, что у вас не говорят. У вас не только ночью не говорят, у вас вообще слово джин произносить нельзя. У мусульман вообще слово джин говорить нельзя. Считать, что стоит им позвать его, он придет. Каждый раз после эфира о джиннах у меня лопаются все лампочки дома, у меня там что-то случается, у меня, не знаю, кто-то летает, и квартира оживает. Но если я буду на это зацикливаться, я тогда вам вообще ничего не расскажу. Поэтому давайте так. Значит, один из версий, который имеет место быть, это, что джинны и люди это, то есть племя, которое... Ну тогда пишите, что вы смеетесь от других комментариев, а то вечный смех как-то не очень складывается. Они рождены от одного мужчины, и поэтому они, значит, это старшие дети Адама, джинны, а младшие дети Адама – люди. Так вот, джинны потеряли, то есть джинны были видны, раньше люди их видели. Но прошло некоторое время, когда джинны начали сопротивляться новой религии, когда джинны стали не защитниками, значит, наоборот, преследователями новой веры, джиннов больше не видели. Джинны жили рядом с людьми. Они обитали на одной территории. У них была своя территория, у людей была своя территория. Когда пришел ислам на восток, когда пришел ислам на восток, значит, начали принуждать джиннов поклоняться Верховному Богу. То есть они уже не были, как вы сказать, почитаемые духи. Они стали второстепенные. Их заставили поклоняться, значит, их заставили поклоняться человеку и их Богу. Давайте подразделение джиннов все-таки мы с вами скажем, кто они, как они делятся. Значит, первое. Давайте закончим, пока мы про суккубов. Мы здесь не суккубов обсуждаем.
Суккубы вообще-то сексуальные духи, их не видят. Они могут напасть, они могут создать ощущение оргазма и прочее, прочее. Начнем. Это некая молитва Аузибаллах, как бы храни меня, Аллах. Итак, как они делятся? Верховные джинны – это ифриты и гули. Гули – это женщины, или гури их еще называют. Гури – это женщины-джинны, которые приходят в обличие людей. Помните, я вам рассказывала, что в армянской мифологии, есть такой момент, когда считается, что черные духи, темные злые духи приходят в облике мусульманок. Если помните, они очень красивые, они приходят в хиджабе, они приходят в парандже, и они самые опасные, страшные духи, их боятся. И как только ночью они видят, скажем, силуэт мусульманок или их лицо, считается, что это восточные духи пришли. То есть они самые свирепые, самые сильные. Так вот, гурии или гули – это джинны. Потом со временем слово гурия перешло и на название красивых женщин. Начали их называть гурии, что они самые такие красивые, как гурии. Понимаете? Дальше. Вот смотрите, ифриты и гули. Это мужчины, женщины, джинны. Они между собой женятся. У джиннов есть национальность, у джиннов есть, значит, религия. Весь Коран построен на том, как от них избавляться. Значит, если христианство, здравствуйте, если христианство относится с пренебрежением к темной силе, называя их чертовщиной, там, бесовщиной, не имеющей никакой силы, ислам, фурии тут ни при чем, фурии это греческая мифология, да, забудьте об этом. Ислам считает, что джинны обладают силой. Именно поэтому тот человек, который заключает договор с джиннами, то есть колдун, ему нельзя жить, потому что это уже очень могущественный человек, который может подчинить себе любого. Добрый вечер. Пойдемте дальше. Джинны женятся между собой, джинны создают семью. У джиннов есть... Они живут как люди, они невидимое племя. То есть это как такое же племя, как и мы, только оно невидимое и духовное племя. Дальше. Голова может болеть. У меня вчера жутко болела, когда я хотела про джиннов снять. Они умирают, из них выходит душа, они становятся уже душою, они уже уходят от своего народа, их душа точно так же уходит куда-либо. Хватит про инкубы, надоели. Инкуба здесь ни при чем. Сильные джинны, джинны, которые воинственные, то есть джинны, которые воюют, их называют мариды, или малики, или мюриды. Может быть, вы слышали, сила, сильные, те, которые сражаются. Далее. Ифриты. Ифриты – это как, скажем, верховодящие, руководящие джинны. И самый сильный среди них, которые, скажем так, не надо их распознавать. Зачем их распознавать? Кто вы такие, чтобы распознавать джиннов? Вот зачем вам надо джиннов распознавать? Вы должны просто знать о них, если вам интересно, и все. А не ходить распознавать джиннов. Идиотизм какой-то. Вы колдуны, вы какие-то там повелители, я не знаю. Дальше. Все.
Выкидывай этого придурка. Иблис. Дорогие друзья, история Иблиса очень схожа с историей библейского сатаны. Почему? Потому что в Библии сказано, что он был сын Зари, он был самый сильный ангел, самый прекрасный и так далее, и так далее. А тебе не надо с ними общаться. Ты же не медиум, чтобы сидеть с джиннами общаться. И что вот библейский сатана, что он в какой-то момент не подчинился Богу, за что он был изгнан, хотя он был один из его любимых сыновей. В Коране сказано следующее про Иблиса. Иблис был один из любимых сыновей Аллаха. Он подчинял джиннов ему. Один раз, когда джинны восстали и не захотели подчиниться его приказаниям, Иблис собрал свою армию ифлинов, спустился вниз и утопил в крови племя джиннов. И джинны стали послушны, джинны испугались, и Иблис был выбран как хранитель знаний. Обратите внимание, и в Библии сатана – хранитель знаний. Шайтан – это мифология. Шайтана нету в Коране. Шайтан – это всего лишь мифология. Это темная сила, как черт. К племени джиннов он абсолютно никакого отношения не имеет. Значит, Иблис собрал ифлинов и создал мощную армию. Он был один из любимых сыновей Бога. Настолько любимый, что он ему доверил ключи от знания и ключи от бездны, сказав, что он единственный, который это достоин носить. Вот почему мы говорим, что почему же вот во всех культурах, да, колдуны, там, ведьмы и так далее считаются служителями сатаны или служителями Иблиса, например, и называют с джиннами имеет отношение, потому что они хранители знаний. То есть люди понимают, что такие сильные знания можно получить только от темных сил. Понимаете, о чем я? И поэтому сразу же говорят, что этот мулла значит колдун, никакой он не мулла. Поэтому и сразу подозрение, что служат сатане, служат Иблису, служат там Ифлину, да, Люцифер. Так вот, почему так? Потому что они есть хранители знания. Все знания, тайные знания, которые можно обладать, которыми можно править людьми, это у вот этих темных верховодящих сил. Так вот, когда, значит, рождаются люди, он их подозвал, Верховный Бог, и сказал: слушайте, человека я тоже описываю внешне и очень много чего еще. Будьте добры, если вы заблудились из своей отары, идите обратно туда, не мешайте мне. И вот, значит, приходит... это не то, что неправильно, это опасно, не каждому дано. Приходят Иблис и Ифлины и становятся перед Богом, перед его престолом. И он говорит: отныне племя людей главнее, и они наследники мои, поэтому склоните голову перед ними. И Иблис говорит: я не буду склоняться перед тем, кто создан из глины и обратится в прах. Я перед ним свою голову не склоню. И за это Бог его изгоняет из небес и извергает вниз. И внизу он собирает армию джиннов. Он начинает настраивать джиннов против людей. Он говорит: вы первые дети Адама, вы дети его первой жены, вы наследники этого мира. Почему человек, который создан из глины, рожден земной женщиной, который смертный, будет вами повелевать? Соберитесь вокруг моего знамени и не позволяйте человеку вами повелевать. Вы главнее. И джинны с радостью соглашаются. Джинны собираются под его знамена. И поэтому сейчас для джиннов, если изначально был Аллах Богом, считался, они его боятся, они знают, что он есть, но для них верховным является Иблис, и они подчиняются Иблису. Злая ли сила Иблис?
Дорогие друзья, она не злая и не добрая, но она людей не обожает. То есть Иблис относится к людям, то есть ровно дышит. И вот эти все мероприятия, там, камнями забить шайтана, камнями убить шайтана, там, или во время хаджа, например, собираться вокруг Каабы и бить камнями там внизу, как бы убивая там Ифлина, Иблиса и так далее, это все на самом деле всего лишь как бы успокоение души своей, да. Никого они там не убьют, потому что это духовные существа, их убить невозможно. Так вот, Иблис – это верховодящий военачальник джиннов. Иблис – это тот, под знамена которого собрались джинны. Ну, какая разница? Иблиса хотите посмотреть? Он далеко. Я бы вам показала. Люцифер это. А Люцифер у меня есть статуя. Итак, один из знаменитых исламских проповедников и богословов, Бусульб аль-Шашани, посвятил целую доктрину джиннам и очень много объяснил, там очень много рассказал о них, кто они, что они, как, что происходит с ними. На самом деле, кто был этот человек, не очень известно, потому что это не джинны. Но если ты так хочешь, хорошо. На самом деле, кто он был, да, неизвестно. Но по происхождению он был чеченец, потому что на арабском языке аль-Шашани – это чеченцы, так называют чеченцев. А Бусульб вам тоже не скажет ничего об имени человека, потому что Бусульб всего лишь в переводе с нахского языка означает «верующий». То есть, если так буквально, верующий чеченец, который в XVI веке написал целый трактат о джиннах, объясняя их природу, объясняя, как они себя ведут, что нужно делать, как нужно остерегаться и так далее. Я помню, когда-то я прочитала в Коране, когда изучала Коран, что, ну, поскольку я вела религии, да, религиоведение, там было сказано, значит, я уже об этом говорила. Конец эры рыб и начало эры водолея. Откройте, посмотрите. Сказано, что если под ногтями грязь, значит, джинны могут поселиться под ногтями. Вначале мне было смешно это читать. Я посчитала, что это какое-то суеверие, но потом я поняла, к чему это сказано. Это сказано к тому, что грязь, там, где грязь, низменные духи, не только джинны, низменные духи собираются там, где грязь. Если человек не ухаживает за собой, если он не ухоженный, он подвержен низменным духам. Вот поэтому очень, скажем, в культуре ислама, да, всегда омовение делается перед молитвой. Это принудительная мера, поскольку Восток, там жаркий климат, люди потеют и так далее. Это специально сделано для того, чтобы люди хотя бы под предлогом молитвы делали омовение, то есть сохраняли чистоту. Далее. Есть джинны-женщины, которые влюбляются в мужчин. Обратите внимание, они влюбляются в мужчин, приходят к нему ночью, они утоляют его сексуальную жажду во сне, и эти мужчины не могут создать семью. С кем бы они ни создавали семью, у них не получается семейная жизнь, потому что это ощущение вот очень сильной, скажем так, страстной женщины, да, он не покидает мужчины, с кем бы они... Я рада за вас. И с кем бы они ни создавали семью, вот это чувство, что гурья, то есть та, которая женского рода, приходит ночью, что она намного лучше, интереснее, чем земная женщина, мешает мужчине создавать семью. А они липнут к одиноким мужчинам, поэтому
восточных культурах было принято рано женить мужчину, чтобы он свою сексуальную энергию куда-то израсходовал, потому что считал, что если эта энергия накопится, то обязательно придет в его жизнь гурия. Женщина, то есть э, жена духовного проявления. Сейчас объясню, почему они только у мусульман. Сейчас вам объясню. Джинны к христианам вообще или к другим народам на самом деле приходят джинны-мужчины, в том числе джинны-мужчины, если влюбляются в женщину, то она не выходит замуж. Они не дают ей выйти замуж. Любой избранник, который придет к ней, да, любой мужчина, который попросит ее руки, как правило, это очень красивые женщины, очень деловые, сильные натуры, он обязательно умрет. Как правило, он умирает. Есть такие женщины, которые сколько раз выходят замуж, у них все время умирают мужья. Почему? Потому что этот джин не дает устроить жизнь с мужчинами. Умирают, это однозначно. Она не будет не просто несчастлива в браке, он его уберет. Уберет, потому что он в нее влюблен. Это его жена. И вот многих женщин освобождали от оков джина, просили его, уговаривали, чтобы он ушел из жизни этой женщины. Только после этого получалось ей устроить жизнь. Хочу вам сказать, он и покровительствует женщине, но всю ее сексуальную энергию забирает. Значит, хочу вам сказать, что на Востоке были известны случаи, когда женщины рожали от джиннов. Хотя об этом не принято говорить, но мужья их приходили, и в облике их приходило некое существо, то есть сущность. Или во время сексуального контакта с этой женщиной сливалась воедино с мужчиной, и от джина рождались дети. Эти дети были очень удивительной красоты, необычных способностей. О таких детях написано, например, в книге Фирдуси Шахнаме, если кому интересно. Жизнь шахов. В Шахнаме есть такой момент, когда джин сливается воедино и зачинает ребенка, рождается ребенок Достан-Заль, который был не похож на своих родителей, он был седовласый, абсолютно седовласый. Это не инкубы, хватит надоедать. Инкубы – это совершенно другие духи, духи другого плана. Это джинны. Исчезают мужчины, да, из жизни женщины исчезают. То есть как исчезают? В аварию попадают, умирают, там сердце останавливается. Он их забирает, убирает от ее жизни. И вот, как правило, когда рождались такие дети, которые были не похожи на своих родителей, например, у них могли быть абсолютно блондинистые волосы, да, которые, можно это сказать, блондинистые волосы, которые были, ну, на Востоке, скажем так, тех веков была очень большая редкость. Можно, конечно, свалить на некое такое, как вам сказать, некую особенность генетики, но с тех пор, например, вот таких детей в Африке, именно и в мусульманской Африке в том числе, изгоняют, считают их колдунами, считают, что это рожденные от джинов дети, то есть альбиносы. Альбиносов не любят, альбиносов опасаются, альбиносов считают детьми джинов, их изгоняют. Еще считают, что их части тела приносят удачу, этих бедных детей калечат, отрезают им руки, части тела и продают. Это очень страшные вещи, но это происходит. И именно потому, что, да, именно потому, что считается, что у них есть какая-то особенность, и части их тела приносят удачу. Это в африканской культуре. Но в культуре исламского Востока дети альбиносы или дети, рожденные с необычной красотой, вот невероятной красотой, кукольной внешностью, очень вызывают опасения. Таких детей родители долгое время боятся показывать, потому что будут подозревать, что это ребенок джинна. Как правило, это дети, которые достигают больших успехов. Это очень сильные писатели, это певцы, это ученые и так далее. Но при всем этом все время считается, что это дети джинна, потому что у человека не может быть таких знаний, что только через джинна открываются ему вот эти завесы тайн. У колдунов и у колдуньи, например, у колдунов есть жены в мире джиннов, у колдуньи есть мужья в мире джиннов.
Восточное колдовство, я уже об этом говорила. Восточное колдовство, значит, предполагает замужество или сватовство с джиннами. Почему? Потому что если, значит, если человек занимается магией, да, у него есть непосредственно связь с джиннами, с миром джиннов. И поскольку этому человеку придется обращаться к темным силам все время, чтобы ему было безопаснее с ними общаться, у него должен быть муж среди джиннов. Он никак не мешает мужу, который находится на земле, потому что он знает, что в мире джиннов он главнее. То есть ты являешься женой джина. Я как-то показывала вам такой ритуал. И это очень эффективно работает, очень сильно. После этого очень усиливается твоя защита, особенно в мире духов. Кто-то есть, кто сопровождает тебя в мир джиннов, понимаете? И ты можешь не бояться. Колдуньи Востока иногда выходили замуж за нескольких джиннов, духовных джиннов, да, венчание с джинном, чтобы те им помогали. Вот такие вот работы, такие ритуалы, такие традиции, они очень помогают, дорогие друзья, тем, которые колдуют, да, для того, чтобы они усилились, чтобы их защита была сильна, чтобы ясновидение было сильное, чтобы их работы получались. Потому что вы сами понимаете, что если у тебя есть посредник, друг, помощник в мире духов, понятное дело, что уже тебе равных нету. Да? Твоя связь с миром духов, он очень нужен в колдовстве. Следующий момент. Значит, вся доктрина ислама построена на том, чтобы остерегаться джиннов. Как сделать так, чтобы они не навредили человеку? Почему джинны преследуют именно... Конечно, у меня тоже есть. Почему джинны преследуют именно мусульман? Потому что считают, что мусульмане их личные враги. Именно мусульмане, приняв другую религию... Спасибо. Именно мусульмане, приняв другую религию, то есть еще не будучи мусульманами, еще будучи народами всего лишь Востока, которых джинны оберегали, помогали веками, одаривали и так далее, они считают, что мусульмане предали их. Приняв ислам, они их предали, они сделались их врагами, они начали их гнать. Джинны покинули свои насиженные места, джинны ушли в леса, джинны ушли в пустыни. Именно поэтому очень опасно в пустынях и в лесах, в которых часто пропадают люди, да, находиться. До сих пор, невзирая на запреты, многие мусульмане, да, Востока, прежде чем зайти в лес, прежде чем зайти в пустыню, они оставляют им откупы. Они благодарят, они просят их не трогать. Так вот, джинны считают, что мусульмане их личные враги, поэтому они преследуют их везде. Поскольку мусульмане, скажем, по всему миру забрели и живут в разных странах, даже в Европе было создано исламское государство, если помните, да, мусульманское, это часть Боснии, Хорватия. Считается, что, джинны за ними пошли по всему миру. Христиан не следует бояться джиннов, на самом деле. Но и играть с ними не следует, но и вызывать их не следует, но и не следует особо внедряться в их культуру, пытаться что-то там выискивать, узнавать и так далее, потому что это опасные духи. Но они к христианам равнодушны. Вы для них что есть, что нету. Они к вам никаких претензий не имеют. То есть они для вас не опасны. А вот, скажем так, джинны перестали быть видимыми тогда, когда восточные народы приняли ислам. Они перестали быть видимыми. До этого они показывались, скажем так. Да, есть бедуины, слышали и рассказывали. Бедуины до сих пор верят в джиннов, бедуины до сих пор им приносят подношения, невзирая на запреты ислама, они все равно это делают, потому что знают. Значит, следующий момент, что происходит? Они преследуют мусульман и мстят им везде. Поэтому есть определенные правила. Джинны питаются молекулами еды, то есть они питаются ароматами еды.
Постарайтесь, чтобы рядом с вашей постелью не было еды, потому что ночью джинны приходят питаться этой едой, и если вы повернулись нечаянно, задели его, он вам отомстит. Когда на Кавказе была война, Чеченская война, после того, как война закончилась, старики начали говорить, что люди начали пропадать, люди начали сходить с ума. Вот заходили в лес, выходили, у них с головой что-то непорядок. Очень много было больных детей, рождений. Ну, во-первых, эхо войны, во-первых, оружие, которое использовалось там и так далее. Но, значит, но ну, кроме всего этого, да, почему это происходило? Считалось, что вот эти все, значит, эти обстрелы, это оружие, это, ну, война, в общем, одним словом, ничего приятного там нет, что война разворошила их гнезда. Разворошила их гнезда, и джинны разозлились. То есть они до этого спокойно жили себе в своих этих насыщенных местах, да, а тут люди разворошили просто этим шумом, этим гамом, убийствами и так далее, они их разозлили. И прошло практически лет 10-15, пока начали джинны постепенно отставать от людей, и вот эти смерти людей внезапно прекратились, сумасшествие внезапно прекратилось. На Кавказе есть такое поверье, особенно у чеченцев. Значит, если род человека, тейп, тухум, если он ни с того, ни с сего, вот просто так, скажем так, разбогател, вообще непонятно, ну вот как вот, раз и начали богатеть эти люди, значит, были нищие, несчастные, и тут вдруг покупают дом, вдруг там покупают валов, коров и так далее, и не говорят, откуда это, говорят, мол, у нас там золото мы нашли, еще что-нибудь. Считается, что этот род, значит, эта семья нашла джина, поработила его, и для того, чтобы через некоторое время он был отпущен, его родня, то есть родственники этого джина, приносят ему, то есть этой семье приносят как бы взятку, откуп. Они отдают ему откуп, чтобы те его не мучили, чтобы те через некоторое время его отпустили. То есть даже такое существует, это реально, реально. Почему? Потому что в отличие от духовных существ, я вам еще раз говорю, значит, в отличие от духовных существ, джинны – это некая раса, понимаете? Некая раса, ну, как бы человекоподобных существ, только у них нету тела. Джинны нас видят, мы их не видим, но они нас видят. Джинны, как правило, душат и кидаются, начинают душить, если рядом с вами. Если рядом с вами живут мусульмане, то можете у них спросить. Они, как правило, очень боятся их, и они оставляют где-нибудь включенный свет. Потому что считается, что там, где есть свет, джинны особо не ходят. То есть они боятся хоть какого-то света. И если к вам приходят в гости мусульмане, вы можете ночью услышать и крики их, и, значит, услышать рядом, скажем, некое движение, да, и так далее. Это говорит о том, что вместе с ними пришли джинны. Как только он уйдет, значит, как только этот человек уйдет из вашего дома, джинны с ними уйдут дальше. Следующий момент о них. Нельзя было еду оставлять на столе и на следующий день есть. Если, значит, если еда будет на столе, на следующий день нельзя, значит, на следующий день это есть нельзя. Потому что считается, что джинны эту еду прокляли. Чтобы человек съел, и чтобы у него порча началась. В общем, плохая жизнь. Это есть нельзя. Вот эти все вот видеоролики, в которых показывают, как якобы выгоняют джиннов и так далее, в основном своем, дорогие друзья, хочу вам сказать, что это фокусы.
Мол, вот джин боится Корана, сразу убегает. Коран это всего лишь книга. Книга, в котором есть законы ислама, в котором есть история ислама, скажем, некоторые откровения, да, правила жизни и так далее. Но она не отрава для того, чтобы как только он ест, то есть видит Коран, тут же убегают, значит. В основном это фокусы. Очень много есть людей, душевно больных, которые притворятся, как будто они одержимые. Очень много есть людей, которые, скажем так, делают вид, якобы вот им нехорошо, и потом вот мулла читает над ними, начитывает. Но есть моменты, есть действительно моменты, когда человек резко разговаривает совершенно на другом имени, то есть на другом языке. Был случай, когда женщина перевернула дубовый стол. Хрупкая женщина, 5 не могли ее удержать. Она кричала, орала, она начала говорить на каком-то другом языке. Потом успокоилась, ничего не помнила. Такие случаи бывают, они редкие. Когда может джин вселиться в человека? Если его семья нарушила что-либо, то есть, ну, скажем так, был такой случай в Дагестане, когда девушку украли, значит, ее украли как жену. Оказалось, что он женатый уже, но его жена не может родить ребенка. Он украл эту молодую девочку, она забеременела, родила ребенка, они ребенка забрали, ее выгнали. То есть ее привезли обратно. Родственники ходили по судам, везде все. Вы знаете, но все-таки это горы. Как ни говори, там свое, знаете ли, свои законы. Вот этого ребенка не отдали. И эта девочка пошла и повесилась. То есть она поняла, что ее обманули, что ей разбили жизнь, ее использовали как, знаете, как роженицу, да, как инкубатор. Она родила им ребенка, они ребенка просто бессердечно отобрали, ее выгнали. И сказали, вот иди, что хочешь делай, хочешь замуж выйдем, нам все равно. То есть сломали ей жизнь. И когда она поняла, что никакие суды никак не получается этого ребенка забрать, она повесилась. И ее мать специально поехала в Марокко к одному очень сильному колдуну. Он ей что-то там дал, что-то сказал, наговорил и сказал, подкинешь им через ворота. Вот она вернулась и кинула это через ворота. И у них в семье начались жуткие вещи. Во-первых, вот эти нападения джиннов, подселение джиннов. У них дочка молодая во время свадьбы. Значит, это было в Ютубе. И говорят, что у них очень такие родственники, знаете, ну, богатые такие, имеющие вес. Они заплатили очень многим, чтобы эти видео удалили. То есть грозились расправой тем, кто эти видео выложит, покажет. И эти видео исчезли. Но я не смотрела, но мне рассказывали, что она во время своей свадьбы упала и начала, значит, орать разными голосами. И эти родственники перепугались и решили, ну, в общем, передумали, не забрали ее. Подумали, что она душевно больная. И вот в этой семье до сих пор вот эта одержимость продолжается и не проходит. Так вот, о чем я хочу вам сказать. Почему вселяются джинны? Каждому ли человеку надо бояться, что джинны могут вселиться в него? Нет. Джинны вселяются, когда Вселенная им дает на это право. И точно так же и в других культурах. Духи просто так в человека не вселятся. Они не имеют на это права, дорогие друзья. У человека есть очень сильная защита от них. То есть он закрыт. Человек под охраной Вселенной до того момента, пока не нарушит закон Вселенной он или его предок. Вот видите, они сломали жизнь ребенку, ну, практически ребенок, да, 18-летняя девочка. Они отобрали ее ребенка, она повесилась, наложила на себя руки. Естественно, ее жизнь сломали, убили ее практически своими этими действиями. И мать прокляла, и мать сделала так, чтобы они наказывались. То есть она имела право морального их наказать через джиннов. И поскольку они нарушили вселенский закон, они довели до смерти человека. Поэтому
Да, было позволено джиннам вселиться в этих людей. Не у всех можно. Если у кого-то в семье есть вселение джиннов, спасибо. Если у кого-то в семье есть вселение джиннов, это говорит о том, что в этой семье кто-то сделал нехорошую вещь. Это не просто там кому-то сказал, ты дурак. Это говорит о том, что э, этот человек, в общем, нарушил, да, вселенский закон. То есть нарушил как? Сломал чью-то жизнь, остановил чей-то род, довел до смерти невинного человека или сам убил невинного человека. И обязательно так будет. Больше всего подселения, да, можно встретить в данный момент вообще на Северном Кавказе. Ну, в тех семьях, где люди, скажем, были в лесах, да, наши лесные братья потом вернулись, скажем, к нормальной жизни, вот они покаялись, была амнистия, получили прощение, там сдали оружие, все, живут мирной жизнью. Но они подвержены нападению джиннов. Они подвержены, потому что они нарушили вселенский закон, пролили кровь, понимаете? Неважно, война это была, не война. Они подвержены этому, потому что вокруг них очень много душ убитых ими людей. А на войне и невинные погибают, в том числе. Бомба не спрашивает, ты виноват или не виноват. Она идет и убивает всех вместе. И поэтому у них эта одержимость есть. И мужчины в основном, вот сейчас, скажем, Северный Кавказ, 45-50 лет, вот этот возраст, 60, вот в этом возрасте часто разбиваются на машинах. Они гоняют почему-то 180 в час вообще, как будто едут, знаете, по пустыне Сахара, не понимая, что это горный массив, и постоянно вот оно может разнести в такое место, что не спасешься, об камень долбанешься и все. И очень много именно вот аварий молодых людей. И те, которые спасаются, у которых спрашивают потом, что случилось, как вот случилось, они говорят, вот я не знаю, как будто кто-то руководил мной, как будто руль у меня схватили и повернули на ту сторону. Кто-то видит, прямо видит перед собой лицо, от страха сворачивает с дороги и ударяется, понимаете? То есть мужчины, которые участвовали в военных действиях, здравствуй, я рано, они должны все-таки покаяться, они должны почистить себя и свою совесть, и они должны делать много хорошего, подношений и прочее, прочее, для того, чтобы все-таки искупить эту вину каким-то образом. Вообще у мусульман есть такая традиция, называется садака. Что это означает? Это означает милость, помощь не имеешь, ну, то есть людям, не имеющим, да, помощь бедным, несчастным. Но я хочу вам сказать, что это садака уже задолбали, если честно. Вот сколько показывают в Ютубе, вот во всех этих рынках Дагестана, вот эти все садака собирающие. Мне, честно говоря, я бы не сказала, что они бедные, несчастные. Мне кажется, для них это уже бизнес стал. Вот люди уже устали этот садака отдавать. Э, Имя вспомнила. Садыка. Где я слышала это Садыка? Господи. А, все поняла. Ну, да, неимущим надо давать, но есть люди, которые очень даже имущие, очень хорошо живут, но у них вот такой бизнес. Они выходят и начинают вот делайте садака, Аллах вас благословит, и ходят вот так вот, руку протянут. Вот именно. Что же не садака им хочется, а просто по морде дать сказать, идите работайте, сука. Достали. Далее. Эм, Да-да-да, вспомнила теперь это имя. Так, дорогие друзья, есть еще по джинам вопросы. Если хотите, чтобы картина была общая, можете открыть, например. Вот, а я не 100 лет прожила, я, может, 500 лет жила, кто его знает. Та сущность, которая внутри меня, может, тысячелетиями жила, вот поэтому я это все и знаю. Если хотите общую картину, есть у меня и прямые эфиры, есть у меня ролики, называется «О джинах», все о джинах и так далее, и так далее. Там даже подразделение джинов, какие джины за что отвечают, да? Сейчас немного пройдемся.
опять по ним. Значит, вот джинны, которые для чего-то существуют, чем они заняты, в принципе, это сейчас я перечисляю вас джиннов темных сфер, потому что джинны не всегда злобные духи, и они могут и помочь на самом деле. Есть джинны-помощники, есть джинны охранники, понимаете? Например, вот Дагар, он в основном пугает, вызывает ночные кошмары, жуткие там, значит, ну, придет их время или не придет, когда вообще религии не станет, оно понятно, может быть, тогда они отстанут. Но джинны, они очень злобное племя и могут очень долго помнить, что их когда-то отвергли. Да, можно освободиться, но это делают колдуны. Они заманивают, они просят, они и так далее. Это очень сильные духи, и их не так легко и просто от них избавиться. Я уже говорила, в браке они жить не могут, но они в облике мужчины могут войти в постель женщины, и она может зачать от джина. И как она может зачать, я об этом очень подробно рассказала. Потом эфир перемотайте и посмотрите. Итак, Дагар, он вызывает кошмары. Да, но это, скорее всего, не джин, это, скорее всего, инкуб. Темрих. Это джин, который дает человеку безразличие. То есть, если темрих вселяется в женщину, то ей все равно на детей, на мужа. Обычно темрих отправляют женщины, которые хотят забрать мужчину из семьи, они отправляют джина темрих в жизнь этой женщины. И тогда эта женщина становится безразлична к своему мужу, к своим детям. То есть настолько она обязанности свои как женщина не выполняет, да, чтобы ее выгнали в конце концов. Есть ролик про законы вселенские. Дальше. Миклас. Это джина азартных игр. Если про молитвы говоришь так, в разных языках, бывает пророчество для конкретных людей. Это сущности в тебе, да. Вообще все различные, значит, языки, необычные выражения, которые тебе не присущи, это все идет от определенных духов. Джин это или духи, но это духи. Итак, Миклас, азартные игры. Миклас любит, значит, пшено, он любит различные подношения, сейчас не буду об этом говорить. Вот делают это подношение, в маленькую заворачивают какой-нибудь там узелок, да, завязывают, приносят и оставляют в доме людей или перед домом закапывают. Все, в этом доме все мужчины будут играть в азартные игры. Все, они все проиграют. Душман это враг. Душман вообще это на фарси, на персидском языке. Душман означает враг всего лишь. Может, джинов кто-то и называет душманами, врагами. И всего лишь. Ну, на джинов, да, ДНК особо не сделаешь, они неподатливые. Валагам, Аджда, Авар – это 3 брата джина, которые как бы вселяются в его язык, чтобы он сказал непотребности, чтобы он вызывал к себе ненависть. Дальше. Значит, что-что? Спокойной ночи, если зарядка закончилась. Ничего, еще послушайте завтра в записи. Волга. Он обычно джин, скажем так, грязи, неопрятности. Вот волга, если отправить человеку в жизнь, он начнет, перестанет за собой ухаживать и в конце станет неприятен, то есть людям. Сабар.
Он джин гнева. Он усиливает гнев. Кто-кто? Ну, крещение Святым Духом, сейчас скажу, когда Иисуса не стало, его ученики молились, когда он воскрес, значит, и вдруг спустились ангелы, так сказано, и они начали говорить на разных языках, и их послали в разные народы, чтобы они каждому народу принесли христианство. Вот Нина пришла, например, в Грузию, святая Нина Рипсиме пришла в Армению, и каждый из них привела христианство. Вместе с ним и язык знала их, чтобы суметь это объяснить. Вот о чем. Агвар, вы знаете, да, Агвара уже бедного задолбали, наверное, каждый божий день вызывают джин похоти. Тасим, это джин раздора. Вот их и вызывает и отправляет в жизнь людей, если хотят там что-то, чего-то добиться. Матриш, это джин слухов и сплетен, который разрушает семью одним словом. Значит, Ханзаб, он все время мешает человеку молиться под разными предлогами. То гости придут, то еще что-нибудь. Джиннов много миллионов. Но я основных перечисляю, те, которые то есть обладают человеческими страстями темной стороны, да? Подождите, пока мы об этом не будем говорить. Гафаф. Гафаф это джин, который все время проявляется в виде различных животных. То есть запугивает человека. Вот если вы где-нибудь случайно увидели там большую собаку, да, и вдруг увидели, что это не собака, а какая-то тень исчезла, это был он самый, Гафаф. Зальнабур, знаете, джин рынков, обманщик, плут, ну и очень хороший рекламный агент. Зальнабура, если вызвать, я давала вам ритуал Зальнабура, это отличный дух. Он помогает вам продать ваш товар, даже если он дырявый, если он старый, вонючий, вы все равно его продадите, потому что Зальнабур вам в этом поможет. Это однозначно. Могущественные джинны, ифриты, алифрит. У них огромный гигантское тело, гигантский размер. И их часто как бы изображают, про них говорят именно в восточных каких-то легендах, сказках, рассказах. Ифриты, ифриты, джинны, военачальники, скажем, главенствующие. Хотя мириды или мюриды джинны считаются воинами, и они сильнее всех джиннов, но они подчиняются ифритам, они боятся ифритов. Ифритам дано больше. Вот умьему сибьян называется такой вид джиннов, который не дает женщинам зачать. Я помню, что давно слышала, одна женщина была, она тюркчанка, и она делала какие-то там заговоры, в общем, знаете, называется куфар, джадо, в общем, вот эти заговоры очищала, снимала с людей, и к ней приходили и приносили, и она говорила, умьему сибьян, говорит, вызван на вашу голову, на вашу семью. Это я позже поняла, почему, потому что у них рождались дети и умирали. То выкидыши были, то есть не давали рождаться. Это очень страшная сила, и его нужно изгнать из семьи. Да, а и вам и запоминать незачем. Я просто так для общей картины говорю, потому что, скажем так, шайтаны, еще раз вам говорю, это общее название, черная сила, черт. Я почему рассказываю? Просто для общего кругозора. А их вызывать и знать должны только, скажем так, ведьмы. Вот Аль-Гавлу или Гилан, он есть сопровождающий человека. Если с ним договориться, если с ним быть по-доброму,
то никто к вам не подойдет. Он очень сильный джин, стражник, который идет рядом с человеком. С ним договаривался пророк Мухаммед, и его караваны никогда не подвергались нападению разбойников. Но если этот джин вас не полюбил, Гилан, то вам лучше, скажем так, в дорогу не собираться. Аль-Амиру – это джинны, которые живут в домах людей. Когда приходит человек домой, он должен открывать дверь и говорит «Салам алейкум», то есть приветствовать их, потому что они как защитники дома, я бы сказала, но в то же самое время они опасные. Нет, вот то, что вы перечислили, Наира, это относится к армянской мифологии. Откройте, посмотрите. Пантеон армянских богов. Может казаться, потому что вообще любой разговор о джиннах – это вызов практически их к себе. Но бояться их незачем, если вы не мусульманка. Утешила вас. Аль-Карину – это джин, который сопровождает вас всю вашу жизнь. Но он сопровождает вас для того, чтобы постоянно подвергать вас каким-то испытаниям, внушать плохие мысли и так далее. Почему джинны из добрых божеств Востока превратились в, скажем так, во врагов человека? Потому что их изначально почитали, к ним относились как к равным, а потом их начали притеснять. В доме каждого мусульманина они есть, но не каждого они могут, как вам сказать, не каждому могут навредить. Именно поэтому и сказано, что нет, у джиннов нет ни запаха, ничего. Джиннов вы не узнаете, пока они себя не проявят сами. И поэтому сказано, что не нарушайте законы, скажем так, и тогда вы будете от них ограждены. То есть они не будут иметь над вами силу. Даже их нападение ничего страшного вам не сделает. То есть вот смотрите, я вам привела пример, да? Украли эту девочку, она родила ребенка, отобрали ребенка, ее выгнали. Потому что семья была не сильная, не смогла за себя бороться, все, ребенок, она пошла повесилась. И теперь джинны пришли в их семью и начали их мучить. То есть люди, нарушившие закон Вселенной, закон человеческий и мироздание, они подвержены нападению джиннов. Если человек не нарушил их, если он, скажем так, не сделал подлых вещей, не лил невинную кровь и так далее, то он может быть уверен, что эти нападения ничем плохим для них не закончатся, если только страхом. Понимаете? Ну, значит, Анна, у вас могли быть предки, если у вас есть такое ощущение, если вас тянет на это, если вам это интересно, и вам ощущение, что это что-то родное свое, у вас, значит, предки были, принадлежали этой религии, да, скажем так. Где-то он у меня был, но сейчас искать. Ну, подождите-ка. Да, вот именно. Слушай, дорогой, лекцию. Ко мне 3 года назад из Чечни приехала женщина. У нее была такая проблема, что все время на нее нападали. Где бы она ни находилась, у нее начинались припадки. В общем, врачи не могли понять, в чем причина. Она даже в Швейцарию ездила, потому что у нее так богатые родственники, в общем, могла себе позволить. Но ее не могли вылечить. Она пришла ко мне, и я сразу поняла, что этот человек, она подвержена нападению джиннов, просто видно было по ней, бледная, спать не может, потому что постоянно вот тушат и так далее. Я с нее это сняла.
это было не изгнание джинна, это было просто ритуал для того, чтобы усмирить его и убрать. То есть убрать из его жизни. Она не джин, она мать джиннов. Так вот, она уехала в Грозный и мне написала. Ей стало легче, лучше. Вот здесь была у родственников. Они очень радовались, потому что увидели перемены. Действительно, она стала есть, поправляться, все хорошо. Она уехала в Грозный и говорит, я купаюсь, и сзади меня такой голос. Зачем ты к ней поехала? Она же меня не пускает к тебе. Зачем ты к ней поехала? Она же не пускает меня к тебе. Она говорит, у меня по телу пробежал такой дрожь. Я думала, что я упаду в этой ванной и не встану. И он какое-то имя мне сказал. Вот он какое-то имя, я сейчас, честно, вот я сейчас не помню. Какое-то имя сказал. Блин, как же он, это имя звучало? Что-то в Малхат, что-то в этом роде. В общем, что-то такое. И он сказал, скажи ей, что я ее называю вот так вот. Я нашла несколько вариантов этого имени. Один из этих имен это очень сильная ведьма, которая жила в Синае, в Синайской пустыне в средние века. Второе была какая-то некая жрица. Но я не знаю, что он имел в виду. Но он ей сказал, зачем ты к ней пошла? Она же тебя не пускает ко мне. Все, сейчас она жива-здорова, у нее все хорошо, устроилась на работу, то есть живет человек, не будем сейчас об этом говорить. Вот такие вот истории с джиннами. То есть вот они, вот они, понимаете? Может, Малахат, может быть. Я сейчас не помню, прошло 3 года. И они нас слышат, они нас видят. Поэтому мне-то, естественно, бояться их нечего, но и вам нечего бояться. Поверьте мне, если вы не будете искать с ними встреч, они вам ничего не сделают. Но более всего ужас и страх они вызывают у мусульман. И я это знаю. Если вот при мусульманах сказать слово джин, у них сразу все трясет, потому что они подвержены. Вот вы сейчас сидящие в чате люди не мусульманского вероисповедания, да, зря не боишься, Луиза, не надо так, не искушай судьбу, а то придут. Люди не мусульманского вероисповедания, скажем так, не поймут. А если вот любая мусульманка, скажем так, она подвержена, мусульманин имею в виду, он подвержен, он хоть раз в жизни чувствовал джиннов, поэтому они знают, что это за сила. Это жуткая сила. Знаете, какая это сила? Это когда ты лежишь, такое ощущение, что землетрясение дома происходит, а ты не можешь встать, как будто тебя по рукам и ногам связали. Голоса разговаривают, кто-то ходит. Прям ощущение, что в твой дом зашли, и все трясет, а ты не можешь встать. А потом ты встаешь. Это очень страшное нападение. Я знала людей, которых били просто об стены. Да не трясись ты, чего ты так трясешься? Дайте-ка посмотрим. Вот давайте вот. Я просто... Оно маленькое как-то, с ним легче работать. Попробуем посмотреть, насколько она сильно здесь. Вот так вот, давайте вот так подержу, да? Вот так вот. Чтобы вы мою руку видели. А, вот так удобнее, да. Вот теперь попробуем попросить, чтобы она покачалась. Она тяжелая. Нет, она не будет показывать. Надо что-нибудь легкое. Ой, я работу с маятником вам показывала, если помните. Дайте сейчас найду. Надеюсь, найду. Тихо, Пусек, не мешай мне. Так. Нет, не здесь. Угу. А, вот она. Вроде нашла. Да, я как я только и не работала. И маятником, и чем я только не работала.
Так, давайте посмотрим. Вот видите мою руку? Она стоит, правда? Моя рука не двигается, так? И вот так вот сделаю, чтобы было видно просто. Вот так вот, наверное, вот так. Угу. Но это дрожание рук, не обращайте внимания, это дрожание рук. Так, значит, просим что? Крути по кругу. Крути по кругу. Сильнее. Еще сильнее. По кругу. Крути по кругу. Ну вот если я вам сейчас скажу, что у меня прямо рядом, вот как будто вот по полу кто-то пошел, поверите? Он тяжелый. Дайте второй маятник, он тяжелый. Сейчас, секунду. Тяжелая рука устает, не могу. Они же за эту руку цепляются и начинают тянуть вниз, и тяжело. Так, давайте-ка вот так вот сделаем. Хочу вот так острие, потому что так лучше видно. Вот давайте вот так вот, да. Угу. Во, прекрасно. Теперь смотрите. Крути по кругу. Еще сильнее. По кругу. Шире круг. Шире круг. Крути по кругу. Шире. Еще шире круг. Еще шире круг. Если я сегодня сниму видео с фонарем, вы увидите, что их еще больше будет сегодня, этих круглых шонгов, потому что энергии много. Шире круг. Сильнее покажи всю свою силу. Покажи всю свою силу. Еще сильнее. Еще сильнее. Еще. Стой и остановись. Стой на месте, стой. Стой на месте. Не шевелись. Стой на месте и не шевелись. Не крутись никуда. Вот так. А, а, рука оторвалась, господи. А, вы знаете, как они за руку берут тебя, просто можно сказать, за руку и тащат. Подождите секунду. Вы еще силу не видели. Какая тут сила? Вы еще не увидели силу. Я вам сейчас силу покажу. Надеюсь, что у меня хватит зарядки на пару минут. Убивает, блин, рука. Так. Начнем. Вот так вот лучше, да, издалека будет видно. Стоит рука, видите? По одной линии. По одной линии. По одной линии.
По одной линии крути. Дойди до экрана. Сильно дойди до экрана. Дойди до экрана. Еще раз. Сильнее. Покажи всю свою силу. Стой, остановись. Стой. Стой. Стой на месте. Стой. Стой на месте. Стой, не двигайся. Не двигайся. Не двигайся, стой. Стоять. Вот так. Ну что, обосрались? Сейчас продолжим. Так. Левой рукой просто плохо видно оттуда, поэтому я правой. Попробуем сейчас левой еще. Молчать пусть. Крути по кругу. Крути по кругу. Сильнее. Еще сильнее. Еще сильнее. Да, они слушаются, конечно. Если бы они не слушались, я бы с ними не могла работать. Еще сильнее. Нет, неудобно. Стой. Вот так возьму. Вот так лучше. Левой рукой неудобно, там свеча. Крути по кругу. Крути по кругу. Шире круг. Еще сильнее. Шире круг. Шире круг. Еще сильнее. А что вы в шоке? Дождь остановить, вы не в шоке? Еще сильнее. Еще сильнее. Покажи всю свою силу. Вот они, джинны, они здесь и есть. Они и крутят. Покажи всю силу. А теперь справа налево. А теперь справа налево. Справа налево крути. Справа налево. Справа налево. А теперь остановись и стой. Стой и остановись. Стоять. Стой. Стой, стой, стой. 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 Если кто-нибудь думает, что такой женщине, как я, кто-нибудь может что-нибудь сделать и как-то навредить, то мне их заранее жалко. Фух.
Так что, дорогие друзья, как вы уже поняли, мир духов, мир джиннов, мир ифлинов, иплисов, гулев и так далее, дорогие мои ненаглядные люди, он вполне реально существует. Он реально существует, и он подчиняется людям, у которых есть сила. Всем спокойной ночи. У меня сядет батарея, и я хочу, чтобы этот эфир сохранился. Надеюсь, была полезна вам. Всего хорошего.